Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и сегодня мы будем с вами вязать вот такой шнур листиками. Я его буду применять в игрушке, но можно и украшать разные изделия, для сумки использовать, в декоре, как вам будет угодно. И давайте начнем. Я возьму для примера вот такую ниточку потолще и соответствующий крючок 2,5, чтобы было хорошо видно, как вязать этот шнур. Начнем мы с вами с 10 воздушных петель. Вяжем цепочку из 10 воздушных петель. Это будет начало нашего шнура. Замечательно, связали 10 воздушных петель, и теперь во вторую петлю от крючка мы делаем вот такую петельку, и так повторяем еще 6 раз. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой, и на крючке у нас с вами получается 6 петель. И теперь мы их протягиваем вот таким образом, и у нас формируется с вами листик. Делаем так, пока у нас не закончатся все петельки на крючке. Замечательно. Теперь делаем 2 воздушные петли и разворачиваем вязание. Обратите внимание, здесь очень внимательно, куда развернуть вязание. Вот так, ребром вверх. И повторяем ту же самую процедуру. Набираем 6 петель на наш с вами крючок. Вторая петля, третья, четвертая, пятая и шестая. И сейчас мы снова их провяжем одну за одной петлей. Итак, мы протягиваем ниточку, пока не закончатся петельки у нас на крючке. Замечательно. Здесь мы снова с вами перевернем вязание и делаем заключительный столбик. Вводим крючок, вытягиваем нить и провязываем как бы столбик без накида. И еще одну петлю. Наш листик с вами готов. Нам нужен еще один, поэтому мы вяжем 10 воздушных петель. Десять воздушных петель связали и повторяем в том же направлении. Набираем 6 петель подряд на крючок. Я надеюсь, вам хорошо видно, все понятно. Шнур получается оригинальный. Можно украшать разные изделия и использовать как кружево. Разворачиваем вязание и повторяем. Опять набираем 6 петель на крючок. Замечательно. И теперь все эти петли мы будем протягивать по одной. Вот так легко и просто вяжется наш с вами шнур листики. Поворачиваем вязание и последний столбик без накида. И завершающая воздушная петля. И так делаем по размеру необходимого вам кружева или шнура. Я свяжу еще один
но фрагмент, но уже в ускоренном режиме. Если вам понравился этот мастер-класс, поставьте лайк, напишите комментарий. Мне будет приятно, и это еще больше воодушевит меня создавать подобные видео. Подписывайтесь на канал. Рада всем рукодельницам и мастерицам. А вам желаю приятного вязания и творчества. Я заканчиваю вязать мой шнур. Завершающий этап. Как видите, вяжется легко и просто. Идеально для начинающих мастериц. И сейчас я вам покажу, какой у меня получился. Изнанка, лицевая сторона. Вот такой шнур. До новых встреч!